Здравствуйте. Вы когда-нибудь задумались над тем, а зачем нужны эмоции? Поговорите с психологами, поговорите с медиками, с кем угодно. Все они скажут, что эмоции – это обязательный, важнейший компонент нашей жизни, что без них просто нельзя. А давайте подумаем, а зачем они организму? С точки зрения психики, накручивания, мы можем себе что угодно наговорить. Дело в том, что вот это вот объяснение, которое дается в словарях, это субъективное отношение к окружающему миру, оно ничего не объясняет. Что психологи, что метафизики, что философы, что религиозные деятели, все они описывают наши состояния, наши эмоции, они пытаются понять, а почему все это происходит, и наворачивают в зависимости от своего мировоззрения. А все гораздо проще. Эмоции – это индикатор количества электрического тока, поступающего в наш мозг. Заинтриговал? Это канал «Аппаратная психотерапия» и я ее автор и ведущий, доктор Родион Кузнецов. Вот уже четверть века я занимаюсь математическим моделированием нервной системы. И на этом канале я рассказываю о прикладном использовании данной модели в нашей жизни. Так зачем нужны эмоции? Так зачем нужны эмоции? Дело в том, что по нашей нервной системе протекают только электрический ток. По нему не текут образы, картинки, счастье, ненависть. Нет, только электрический ток, который вырабатывается рецепторами. Других источников электроэнергии для нервной системы не существует. Нервная система сама вырабатывает, сама проводит, сама потребляет всю электроэнергию. И от того, сколько электроэнергии поступает в мозг, так мы себя чувствуем. Столько энергии у нас в организме. Какие эмоции мы испытываем. Но эмоции делятся на позитивные и негативные. А почему? Да очень простая причина. Дело в том, что единственной структурой, которая вырабатывает электрический ток, являются рецепторы. И рецепторы, в свою очередь, делятся на внешние и внутренние. В первом случае мы получаем энергию, перерабатываем энергию, окружающую нас. Солнца, воды, земли, космоса, чего угодно. Во втором случае внутренние рецепторы, они перерабатывают, превращают в электрический сигнал только изменение физического и химического состава нашего организма. Но изменение, резкое изменение этого состава мы испытываем как дискомфорт, боль. Таким образом, энергия для работы нервной системы мы берем только из космоса или боли. Все извне и снутри. Поэтому и все наши эмоции делятся на позитивные, когда мы просто ее берем, и негативные, когда мы эти эмоции испытываем. Да, тот же самый подъем эмоциональный, но мы испытываем его от боли. Вот и все. Как я уже сказал, эмоции – это индикатор. И как таковые, они абсолютно не нужны в организме. Они природе не нужны. Мы используем их как индикатор. Если бы в машине не было бы вот этих всех датчиков, да, вести ее было бы намного сложнее. Но это не значит, что датчики определяют, что из себя представляет эта машина. Нет, так и эмоции – это датчики. И не более того, когда мы видим свое эмоциональное состояние, мы очень быстро на него реагируем. Это значит, что мы либо себя плохо чувствуем, либо что-то еще, но в любом случае мы испытываем негатив. Когда мы испытываем негативные эмоции, мы испытываем боль. И если мы испытываем позитивные эмоции, мы полны энергии. И мы всячески стараемся переключиться на те рефлекторные пути, которые несут больше энергии, которые несут энергию исключительно, или в большинстве своем, от внешних рецепторов. То есть очень простой механизм. Теперь вы тоже знаете, что такое нервная система, как она работает и для чего нам нужны эмоции. Подписывайтесь на канал, узнавайте, как работает наша нервная система, как, используя эти знания, вы можете изменить свою жизнь, стать счастливым человеком, стать энергичным человеком, уверенным в себе человеком. Будьте здоровы и счастливы, будьте энергичны и испытывайте только позитивные эмоции.